Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Это канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала, случайно, не случайно попавших на мой канал. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны небольшие такие, скажем, коллекции для вашего удобства. Я надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, свои комментарии, подпишитесь на канал, так, чтобы его не потерять. И нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет. Отдельные слова благодарности. Каждое видео я не устаю вас благодарить. Вы моя большая группа поддержки. За ваше вдохновение, за ваши идеи, за ваши классные, теплые, приятные слова. И я к вам с новым узорчиком. Сегодня это будет у нас очередная шалька. Вернее, не сама шалька, но вы понимаете, да? Я уже объясняла, что я покажу вам непосредственно, как связать узорчик, так как шаль непосредственно сейчас мне без надобности. А принцип узорчика я вам покажу, а дальше вы уже сами свяжете, какой размер вам нужен. Так? И обязательно я приложу, как в предыдущем видео к шальке, приложу расчет, как приблизительно можно рассчитать, сколько необходимо будет вам пряжи для вашего изделия. Угу. Расчеты приблизительные, но вы, по крайней мере, будете знать. Итак, ниточки у нас сегодня Alize Angora Gold. Мы с такими ниточками уже работали, но данный цвет у нас впервые. Итак, в 100 граммах 550 метров здесь находится. Из состава, что это такое? Это акрил на 80%, на 20% шерсть. Шикарная ниточка, то есть не первый раз я из нее вяжу, очень нравится. Ну и крючок здесь говорят от 2 до 4, да, я возьму, смотрите, троечку. Если хотите более рыхлое, более воздушное вязание, берите крючок потолще. Угу. Ну что, приступим. Данный узорчик мне подсказала одна из моих подписчиц, Оля. Тебе большой привет. Я увидела этот узорчик, я поняла, что он интересный. Я данную схемку не видела. И мы сейчас с вами будем вместе, так скажем, схемку я приложу обязательно к данному видео и продублирую в Инстаграме. Договорились? Итак, приступаем. Сейчас мы с вами сделаем одну, получается, петельку для фиксации. Мы ее не будем считать, просто вот такая вот первая петелька, как всегда мы набираем. Дальше делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И внимательно смотрите, направляемся к нашей первой петельке. Так. Входим в петельку, вытягиваем ниточку и провязываем соединительной петелькой вот таким образом. Раз, формируем колечко. Есть. Далее 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. В кольцо мы вводим крючок, при этом нашу ниточку мы будем вот этот кончик провязывать, да, то есть ввязывать. Смотрите внимательно. Вот мы ввели, получается, в кольцо крючок, и вот здесь у нас будет ниточка рядышком идти. Так вот захватываем вместе, протягиваем ниточку, 1, еще раз, 2, точно так же, еще раз, в кольцо 3, еще раз 4. Угу. То есть вместе с 3 петельками подъема это получается мы сделали 5 петелек и 5 накидов. Все вместе провязали, зафиксировали. Получилась вот такая вот шишечка-бубочка. Вы пока просто повторяйте, договорились? 2 воздушные петельки. И точно такую же шишечку из 5 петелек, из 5 накидов делаем. Вы можете делать из меньшего количества петелек, из большего количества петелек. Знаете, что шишечки кушают много пряжи, ниточек. Угу. Итак, еще раз. Я делаю 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе за раз, все петельки провязали, зафиксировали. Вот такие у нас уже 2 шишечки. Опять сделали 2 воздушные петельки и еще такую же шишечку. Смотрите, да, ниточка у нас постепенно прячется за нашими шишечками. Итак, очередная шишечка. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот, у нас должно быть в первом ряду, получится вот такие вот 3 шишечки. Ниточку нашу мы с чистой совестью уже можем отрезать. Она у нас уже зафиксирована. И она у нас уже спрятана. Все. Идем дальше. Итак, смотрим внимательно. Сделали 3 шишечки. Поворот. Вот таким вот образом.
И ныряем вот в эту арочку, которую мы сделали из 2 воздушных петелек. Вот так вот нырнули и сделали соединительную петельку. Раз. Угу. Дальше, смотрите. Вот так вот сделали воздушную петельку, протянули. Раз. И нырнули, накид. Нырнули, делаем шишечку. 2, 3, 4, 5. То есть будем делать без 3 петелек подъема. Угу. Все вместе провязали, зафиксировали. Опять 2 воздушные петельки. Раз, 2. И сюда же, в эту же арочку, делаем вторую шишечку. Раз, 2, 3. Ниточку поудобнее себе сделаю. 3, да? 4, 5. И опять все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Вот у нас получилось такие вот 2 шишечки, которые находятся в одной арочке. Что делаем дальше? Дальше мы с вами набираем 8 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вы пока просто повторяете, потом вы поймете сам принцип узорчика. Угу. Смотрим дальше. Вот, видите, у нас вторая есть арочка. Вот эта вот арочка между 2 шишечками. Теперь будем работать с этой арочкой. Итак, ввели крючок в арочку, вытянули ниточку, раз, делаем шишечку такую же. Раз, 2, 3, 4, 5. Дальше провязали все вместе, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И в эту же арочку делаем точно такую же еще одну шишечку. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали, зафиксировали. У вас должна получиться вот такая вот картина. То есть, получается, идут 2 такие вот шишечки с арочками в стороны, да, а между ними вот такая вот большая петелька из 8 воздушных петелек. Видите? Пока не сложно. Договорились? Идем дальше. Вот мы провязали, сделали поворот нашего вязания и опять ныряем вот в эту арочку. То есть ввели крючок в арочку, вытянули ниточку и провязали вот так вот соединительной петелькой. Раз, и все. Итак, теперь что мы делаем? Мы теперь сделаем в этой арочке, вот в этой же, точно так же 2 шишечки. Угу. Подтянули петельку. У нас первая петелька. Раз, это 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Сделали опять 2 воздушные петельки. То есть по краешку, видите, одинаково идет. Раз, 2. И сюда же опять сделали шишечку такую же. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Понятно, да? Дальше что мы делаем? Мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Ныряем вот в эту большую петлю нашу и делаем столбик без накида. Есть. Еще 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И делаем опять 2 шишечки вот сюда в нашу вот эту вот арочку. Итак, раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И точно так же делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2, накид, вытянули ниточку, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязали, зафиксировали. Угу. Смотрите, как получается интересно, да? Итак, продолжаем дальше. Повернули опять наше вязание. Раз. Нырнули опять в нашу арочку между шишечками. Сделали соединительную петельку. Смотрим дальше. Точно так же. Раз. Шишечку делаем. 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. То есть краешек пока повторяется одинаково. Еще одну шишечку сюда же. Раз, 2, 3, 4,
5. И точно так же опять провязали за один раз. Раз. И зафиксировали. Дальше смотрите. Будем делать 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот видите, у нас здесь было, получается, 3 петельки. Вот в эту арочку ныряем, делаем столбик без накида. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. В следующую арочку мы делали с 3 воздушных петелек. Тоже ныряем и делаем столбик без накида. И 4 опять воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И по краешку, да, делаем опять арочку и 2 шишечки. Накид. Раз, накид. 2, накид. 3, накид. 4, накид. 5. Шишечка. Раз. Готово. 2 воздушные петельки. И опять сюда же делаем шишечку. Раз, два, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот, смотрите. Получается пока вот такая вот красота красивая, да? Итак, что делаем дальше? Опять поворот. И опять по краешку мы будем делать точно такие же 2 шишечки. Утонули в арочку, вытянули петельку, сделали соединительную петельку. Дальше опять такая же шишечка. Вытянули ниточку. Раз. Сюда же накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Провязали все вместе, зафиксировали 2 воздушные петельки. И опять же шишечка сюда же. Раз. Накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Провязали, зафиксировали. А теперь, пожалуйста, будьте внимательны. Смотрите. Мы делаем с вами 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Дальше. Вот в нашу первую арочку, вот в первую арочку, которую мы провязывали 4 петелек, мы сюда провязываем 3 столбика с накидом. Накид. Смотрим, 2 петельки, 2 петельки. Раз. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. Потом, внимательно, вот у нас столбик без накида, в него мы делаем столбик, видите, вот столбик без накида, в него делаем столбик с накидом. Дальше, вот в эту среднюю арочку мы провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Угу. Следующий у нас столбик без накида предыдущего ряда. В него провязываем столбик с накидом. Есть. И в последнюю вот эту арочку провязываем точно так же, как и в начале. 3 столбика с накидом. Раз. 2. 3. Угу. Вот, у вас должно получиться вот таким вот образом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков. Такого будем сейчас, как бы это основание нашей будущей пирамидки. Заканчиваем ряд. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И точно так же, как мы по краешку вяжем наши шишечки с арочкой, мы так делаем. Шишечки с арочкой. Накид. Проваливаемся в арочку, вытягиваем ниточку. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Опять 2 воздушные петельки, то есть краешек одинаковый, да? Накид сюда. Раз. Накид 2. Накид 3. Накид 4. Накид 5. Провязали, зафиксировали. Угу. И смотрите, у вас будет в качестве ориентира вот именно вот этот первый ряд пирамидки. В следующем ряду мы будем, естественно, за счет того, что мы будем расширять наш узорчик, у нас по бокам вот здесь вот будет не по 2 шишечки, а по 3. То есть точно так же, как мы здесь начинали, 3 шишечки. Сейчас покажу. Итак, повернули наше вязание, утонули в нашу арочку таким вот образом, вытянули петельку раз, накид, делаем шишечку 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали, зафиксировали, сделали 2 воздушные петельки. Раз и 2.
Точно так же сюда же еще одна шишечка. Раз, накид, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки. Раз, 2. И еще третья шишечка сюда же. Накид, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все, провязали, зафиксировали. Угу. Вот, у нас здесь будет начинаться точно такой же клинышек, он будет начинаться вот здесь. Вот. Ну, вы увидите. Итак, дальше 4 воздушных петельки. Раз, 2, 3, 4. А дальше смотрите, мы сделаем небольшое изменение в схеме. Да, это будет первое изменение, будет еще несколько. Дело в том, что в схеме показаны, как я так поняла, столбики обычные с накидом, но на картинке уже готового изделия я поняла, что были связаны рельефные столбики с накидом. И с рельефными столбиками получилось гораздо интереснее. Поэтому мы с вами, смотрите, первый столбик пропускаем. Сейчас будьте внимательны. Со второго столбика делаем накид, вводим крючок сзади наперед, так что столбик у нас находится перед крючком. Видите, да? Вытягиваем ниточку и провязываем, как обычный столбик с накидом. Раз. И следующий столбик точно так же. Сзади наперед взяли, у нас столбик перед крючком. 2. Так. И так далее. Провязываем с вами 11 столбиков с накидом. То есть мы пропускаем с вами первый столбик и пропускаем с вами последний столбик. А остальные столбики по порядку мы провязываем с вами рельефным. Называется он лицевым столбиком с накидом. И за счет этого будет намного, конечно, интереснее и шикарнее. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Как и договаривались, первый и последний столбики мы не провязываем. Помните, да? Здесь у нас в начальном ряду было 13 столбиков. Сейчас у нас с вами получается минус 2, 11 столбиков. Дальше мы продолжаем точно так же, как и начинали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять же перепрыгиваем вот в эту вот арочку. Провязываем шишечку. 2 воздушные петельки и шишечку. 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали и заканчиваем точно так же, как и начинали, да? Вот они, 3 шишечки. Сюда же. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Вот такая получается первоначальная красота. Угу. Как бы с изнаночки это будет выглядеть так. Возможно, вам эта сторона понравится больше. Так? Ну, там уже будете сами смотреть. Итак, поворачиваем наше вязание, проваливаемся опять в арочку и провязываем опять 2 наши шишечки. Потянули петельку. 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же еще одна шишечка. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Теперь будьте внимательны. Смотрим. Вот в самом начале у нас было 3 шишечки. 1, 2, 3. Да? Вот у нас, повторяем. 1, 2, 3. Дальше у нас было 2 шишечки. Видите? 1, 2. 8 петелек, 2 шишечки. Мы точно так же делаем 2 шишечки, 8 петелек. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арочку провязываем опять 2 шишечки. Угу. Этот момент, я думаю, понятен, да? 3, 4, 5. И провязали все вместе. Зафиксировали. 2 воздушные петельки. И опять. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Дальше мы перебираемся опять к нашей пирамидке. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Так как мы
хотим сохранить, да, нашу, получается, узорчик, то есть вот такие вот рельефные столбики, то с этой стороны мы будем вязать рельефные изнаночные. То есть мы будем с вами захватывать наш столбик таким образом, чтобы столбик в этом ряду, сейчас, секундочку, мы же первый столбик пропускаем, начинаем со второго, чтобы столбик в этом ряду был сзади от крючка. Угу. Будет рельефный изнаночный столбик с накидом. И обычно как столбик с накидом провязываем. Еще раз. Взяли столбик таким образом, что у нас столбик находится за крючком, вытянули ниточку и провязали как обычный столбик с накидом. Вот. Мы не провязываем точно так же первый столбик, мы не провязываем последний столбик, поэтому у нас здесь с вами будет 9 рельефных изнаночных столбиков с накидом. Понятно, да? Видите, первый пропустили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Да? То есть 11 минус 2, 9. Все, последний столбик не провязываем. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит с этой стороны. Возможно, эта сторона вам понравится. И как это выглядит с другой стороны. Да? То есть в моем случае я хочу, чтобы это была у меня лицевая сторона. Все, идем дальше. Это будет интереснее намного, нежели обычные столбики, потому что я попробовала оборзеть с обычными столбиками. Скучно, нудно и не очень интересно. Итак, заканчиваем точно так же, как и начинали. 4 воздушные петельки. И опять же, здесь 2 шишечки. 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же еще одна шишечка. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. И сюда делаем опять 2 шишечки. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же опять еще одна шишечка. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Смотрим. Вот. Вот так выглядит, ну, как бы изнаночка, да. Возможно, вам этот вариант нравится больше. Итак, в моем случае я решила назвать, что это будет у меня лицевая сторона. Угу. Вот. Рогатка пошла. Вот. Рогатка пошла. Вот. Рогатка пошла. То есть здесь дальше вы провязываете точно так же, как мы начинали вот с вами вот это вот. Волны, 2 волны, 3 волны. И начинается пирамидка. Вот у нас получается 1 волна большая. Сейчас мы будем делать с вами 2 волны. Потом будем 3 волны, да? Давайте. Итак, по порядку. Я вас пока не оставляю одних. Вяжу вместе с вами. Поворот. Провалились опять в арочку. Вытянули ниточку. 1. Делаем шишечку. 1, 2 уже получается. 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петли. Быстренько говорю, потому что, ну, повторяется, да, краешек. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот в эту большую арку делаем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И опять делаем вот в эти шишечки опять 2 шишечки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Все. Опять идем к нашей пирамидке. Дорога к пирамидке составляет 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пирамидка у нас должна сужаться к верхушке. Получается, что первый столбик мы не провязываем. Второй мы провязываем опять рельефным лицевым. Накид. Смотрите. Сзади наперед крючок. В этом ряду у нас будут столбики перед крючком. Угу. Понятно, да? Итак, вытянули, провязали. Еще раз.
столбик перед крючком, вытянули, провязали. Если у нас было в предыдущем ряду, получается, 9 столбиков, то здесь минус 2, минус первый, минус последний. Здесь будет 7 столбиков. Раз, два. Следующий, точно такой же столбик. 3, 4, 5, 6 и 7. Все, последний столбик мы не провязываем. Видите? Красота, красота. Уходим от пирамидки. Дорожка от пирамидки составляет точно так же 4 воздушных петельки. Раз, два, три, 4. Здесь закончите точно так же, как мы начинали. Справитесь? Угу. Смотрите. Сейчас вы провязываете вот эти 2 шишечки с арочкой. 4 воздушные петельки, столбик без накида. Видите? Опять 4 воздушные петельки. И заканчиваем опять 2 шишечками с арочкой из 2 воздушных петель. Ну, просто одно и то же уже, чтобы не повторять. Угу. А вы тоже большие молодцы, вы же справитесь. Давайте. И я вас встречу в конце ряда. Так, ну что, у вас получилось? Да? Итак, смотрите. Теперь продолжаем дальше. Здесь у нас получается после вот этих вот 2 волн шли 3 волны. Раз, два, 3. Помните, да? Делали из воздушных петелек. То есть мы с вами здесь будем делать точно так же 3 волны. Итак, начинаю я с вами. Повернули вязание наше в арочку. Зашли, вытянули петельку, сделали соединительный столбик, протянули первую петельку, раз для шишечки, 2, 3, 4, 5, провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки и сюда же такая же шишечка, раз, 2, 3, 4, 5, провязали, зафиксировали 4 воздушные петли, раз, 2, 3, 4. И смотрим в первую арочку столбик без накида. Раз, два, 3, 4 воздушные петельки. Во вторую арочку столбик без накида. Опять раз, два, 3, 4 петли. И вот наши шишечки опять делаем шишечки. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали. Зафиксировали 2 воздушные петельки. Сюда же еще шишечка. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Угу. Вот такая будет красота. Дальше мы опять бежим куда? К нашей пирамидке. Дорожка из 4 петелек. Раз, два, 3, 4. Пирамидка еще больше уменьшится. Опять первый и последний столбик не провязываем. Повторяем четко за узором. Получается, здесь у нас будут рельефные изнаночные столбики. Вот таким образом, с накидом. Взяли столбик, что у нас находится за крючком. Вытянули петельку и провязали обычный столбик с накидом. Раз, раз. Угу. Еще раз. Взяли столбик. У нас находится столбик за крючком. Понятно? То есть ряд столбик перед крючком, ряд столбик за крючком. Раз, два, 3, 4, 5. Все. Первый и последний не провязываем. 7 минус 2, 5. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. А дальше вы справляетесь сами. Я больше чем уверена, что вы справитесь. Делаем опять же шишечка. 2 воздушные петельки, шишечка. Дальше. 4 воздушные петли, столбик без накида. 4 воздушные петли, столбик без накида. 4 воздушные петли и опять 2 шишечки. Ну, то есть точно так же, как и начинали. Угу. То есть вот эту часть от шишечек до шишечек, вот здесь вы провязываете самостоятельно. Договорились? Давайте. Вы большие молодцы. Так, красотища. Да, красотища. Справились? Я думаю, что справились. Угу. Так у вас получилось. Итак, что делаем дальше? Смотрите, раз мы с вами провязали уже 3 волны, после 3 волн, смотрим на нашу подсказку, у нас идут, получается, 13 столбиков. Помните? Давайте. Итак, поворот. Утонули опять в арочку, захватили ниточку, сделали петелечку. Раз, два, 3, 4, 5. Шишечка, 2 воздушные петельки. Раз, два, 3,
4, 5, шишечка, зафиксировали, да? Теперь смотрим внимательно. Мы с вами опять делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. То есть дорожка куда? Правильно, к пирамидке. Делаем основание пирамидки. Вспоминайте, в первой арочке у нас 3 столбика с накидом. Вяжем. Раз, два, 3. Дальше столбик в столбик. Вот в столбик без накида провязываем столбик с накидом. Угу. Дальше следующая арочка. Здесь у нас будет в средней арочке 5 столбиков с накидом. Вяжем. Раз, два, 3, 4, 5. Столбик без накида, в него провязываем столбик с накидом. И последняя арочка. Заканчиваем ее 3 столбиками. Раз, с накидом, естественно. 2, 3. Пересчитайте. 13 у вас столбиков. Должно быть 13. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, 13, значит, побежали дальше. А дальше я хочу обратить ваше внимание, что мы здесь будем с вами делать не 4 воздушные петельки, да, то есть вот наша дорожка до пирамидки 4 воздушные петельки, а именно в данном ряду мы с вами давайте сделаем 2 воздушные петельки, потому что я делала 4, смотрится, ну, не очень. Итак, 2 воздушные петельки, и сразу же мы перепрыгиваем вот к нашим шишечкам. Так, раз, два, 3, 4, 5, потому что в дальнейшем на следующем ряду узор нам не нужно много воздушных петелек. Итак, провязали, зафиксировали, шишечка, 2 воздушные петельки и сюда же еще одна шишечка. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Так. А дальше, смотрите внимательно, опять делаем 4 воздушные петельки, то есть дорожка в центральной получается у нас пирамидки. Раз, два, 3, 4. Накид. И смотрите, вот у нас здесь было 5 столбиков, да, с накидом рельефных. Мы идем к 3-му столбику, беремся за верхушку вот таким образом и провязываем обычную рогатку. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. У нас будет вот такая вот с вами красота. Понятно? Вот. Дальше 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Переходим опять к шишечкам. Здесь я с вами провяжу, подскажу еще раз. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали вместе, зафиксировали 2 воздушные петельки и сюда же раз, два, 3, 4, 5. Еще одна шишечка. Так. А здесь вот непосредственно по схеме, да, непосредственно по узору должно быть 4 воздушных петель. Пробовала я, не очень красиво. Давайте сделаем точно так же, как и здесь. 2 воздушные петельки. Итак, раз, два. Вы потом поймете принцип. Просто запомните этот момент. Как здесь заканчивается последний ряд вот этих шишечек. Вы увидите. Итак, основание пирамидки. 13 столбиков с накидом. Здесь раз, два, 3 столбика в первую арочку. В столбик без накида столбик с накидом. В среднюю арочку 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. В столбик без накида столбик с накидом. И в последнюю арочку 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Угу. 4 воздушные петельки. 3, 4. И наши любимые шишечки. Сами закончите? Давайте, у вас получится. 2 шишечки, не забудьте. Угу. Так, смотрите, какая получается красота. Здесь мы с вами будем повторять то же самое. То есть второй ряд рельефными будем делать изнаночные столбики, да? То есть у нас здесь будут опять шишечки, опять 4 воздушные петельки, рельефные изнаночные. А вот здесь уже начнется новый, так скажем, виточек нашего узора. Здесь я вам покажу особенность. Договорились? Итак, давайте. Получается, мы с вами договаривались, что ориентиром у нас является именно первый ряд нашей пирамидки, да? Для чего ориентиром? Вот он первый ряд, вот он первый ряд.
Ориентир для того, что в следующем ряду мы с вами будем делать 3 шишечки. То есть вот здесь с краешку делаем 3 шишечки. Вот здесь краешку делаем 3 шишечки. Так? И по центру в рогатке будем делать 3 шишечки. Вот эти шишечки у нас работать не будут. Угу, сейчас покажу все. Итак, с краешку 3 шишечки. С краешку 3 шишечки. И по центру в рогатке 3 шишечки. Смотрим. Итак, поворот. Утонули в эту рогаточку нашу, в арочку. Вытянули ниточку. Воздушная петелька. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Быстренько говорю, потому что повтор, да? Итак, сюда же опять шишечка еще одна. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и 3 шишечка сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Так. Повторяем точно так же, как мы делали вот в нашем ряду. То есть это будут рельефные у нас изнаночные, да, петельки, столбики. Итак, первый столбик пропускаем, второй столбик провязываем. Берем таким вот образом столбик, чтобы он у нас был за крючком. Вытянули ниточку, провязываем 1. Следующий точно так же. За крючком столбик. Вытянули ниточку, провязываем 2. Следующий 3. Здесь будет 11 столбиков. 4. Помните, да? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну, математически, да? Первый и последний пропускаем. То есть 13 минус 2 будет 11. Вот. А теперь, пожалуйста, внимательно. Смотрите. Мы с вами должны повторить те же самые 4 воздушные петельки, да? Уходим от пирамидки. 1, 2, 3, 4. Но перескакиваем сразу же в рогатку. Поняли? То есть мы вот эти все петельки пропускаем. Потому я и говорила, что давайте здесь сделаем 2 петельки. Потому что ну уж чересчур, да, их получается. Просто ну, вот по узорчику так. Итак, а здесь мы, получается, с вами делаем 3 шишечки. Как и договаривались. Рогаточки 3 шишечки. Накид. Ввели крючок, протянули. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Дальше сюда же 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 петельки. И сюда же 3 шишечка. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали и зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И перескакиваем сразу же. Ой, да. И перескакиваем. Вот, смотрите. Пропускаем к нашей пирамидке, пропускаем первый столбик и сразу же провязываем во втором столбике. Рельефный, изнаночный столбик с накидом. Угу. И таких столбиков в количестве 11 штук. То есть понятно, да? То есть этот момент, вот именно в переходе, да, к новой пирамидке, это вот учтите, так. И все остальное, получается, у нас будет также по узорчику. Итак, сколько мы уже провязали столбиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И опять наши шишечки. Шишечки делайте самостоятельно. Да? Вот. Если вот так вот приглядеться, видите, вот такая вот будет картина. Ну, вроде прикольно, да?
Давайте шишечки заканчиваем, и дальше я вас встречаю. Итак, смотрите, закончили ряд, да? Не забыли 3 шишечки сделать здесь. И теперь с вами, получается, мы будем вот точно так же, видите, как вот у нас здесь были 3 шишечки, да? И потом раздваивается у нас как бы наши шишечки. То есть 2 шишечки, 8 воздушных петелек, 2 шишечки. То есть у нас будет картина точно такая же и здесь. 2 шишечки, 8 воздушных петелек, 2 шишечки, да? Здесь 2 шишечки, 8 воздушных петелек, 2 шишечки. И здесь 2 шишечки, 8 воздушных петелек и 2 шишечки. Угу. Давайте провяжу этот момент еще с вами. Повернулись. Так, провалились в арочку, вытянули петелечку, подтянули ниточку. Раз. Делаем шишечку. 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 петельки и сюда же шишечка. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Теперь 8 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арочку опять по 2 шишечки. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же шишечка. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Дорожка к пирамидке. 4 петельки. Раз, 2, 3, 4. Итак, смотрим по узорчику. Здесь у нас, получается, будут рельефные лицевые столбики с накидом. Точно так же пропускаем первый столбик и последний столбик. Раз здесь было 11 столбиков, то у нас сейчас будет здесь 9 столбиков. Верно? Итак, первый пропустили, второй. Захватываем сзади наперед, столбик спереди. В предыдущем ряду столбик сзади, здесь, значит, столбик спереди. Протянули ниточку, провязываем 2, 2. Еще раз, второй, третий, называется рельефный лицевой, столбик с накидом. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Угу. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять перепрыгиваем в эту нашу следующую арочку. Здесь провязываем 2 шишечки. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали все вместе, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Сюда же и еще раз шишечка. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали и, внимание, помним, да, 8 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И нашу следующую арочку провязываем опять 2 шишечки. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же еще шишечка. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Все, девчат, смотрите, дальше уже несложно, вы повторяете, получается, вот эту первую половинку. То есть 4 воздушные петельки, 9 рельефных лицевых столбиков с накидом, опять 4 воздушные петельки, и здесь получается точно такие же 2 шишечки, 8 петелек, 2 шишечки, да? То есть мы с вами, получается, как бы готовим площадку для нашей пирамидки, да? То есть здесь у нас, получается, была площадка, 1 пирамидка. 2 площадки, 2 пирамидки. Теперь мы готовим 3 площадки. У нас будет 3 пирамидки. Договорились? Давайте до конца ряда самостоятельно, а тут я вас встречу. Угу. Давайте. Так, у вас получается такая же красота. Так. Сделали 2 шишечки, 8 петелек, 2 шишечки. Итак, смотрим внимательно на первую нашу пирамидку, да, получается. Помните, да, вот была 1 волна из 8 петелек. Теперь будем делать 2 волны. 2, 2. Угу. То есть здесь, получается, провязываем шишечку и 2 раза по 4 столбика, по 4 петельки, да? Понятно? Давайте еще раз повторим. Итак, шишечка, провалились, провязали, подтянули, 2, 3, 4,
5, провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки и сюда же 1, 2, 3, 4, 5, провязали, зафиксировали. Итак, 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в большую арочку, 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4 и опять наши шишечки. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. То есть не тушуйтесь, не пугайтесь, не волнуйтесь. Все. После 3 столбиков у вас начинается самое начало, да? После 3, вернее, шишечек. Самое начало. После 3 шишечек самое начало. После 3 шишечек самое начало, да? Просто у вас количество этих начал будет с каждым рядом, с каждым, получается, с каждым вот этой пирамидкой увеличиваться. Угу. Итак, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. Смотрим, здесь у нас будет рельефный изнаночный столбик. Значит, мы захватываем таким образом, что столбик сзади. Опять первый не провязываем, начинаем со второго. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все. Первый, последний не трогаем. 9 минус 2, 7. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Все. И начинаете вязать, да, переходите вот сюда. Шишечки. Опять точно так же, как начало ряда. Шишечки, 2 волны, шишечки. Угу. Шишечки, 2 волны, шишечки. Пирамидка. Шишечки, 2 волны, шишечки. Уже принцип, да, понятен? Да? Вырисовывается картинка классная. Все, давайте до конца ряда. Тут я вас опять встречаю. Так, справились. Сделали, да, по 2 волны. По 2 волны. Пирамидки вы уже умеете вязать. Дальше что мы будем делать? Дальше мы будем делать 3 волны, правильно? То есть шишечка, получается волна, волна и волна к шишечке. Угу. И здесь получается у нас еще больше уменьшится наша, еще больше уменьшится. Здорово, да? Богатый, могучий русский язык. Уменьшится наша пирамидочка. Так. И точно так же 3 волны опять. Опять уменьшается пирамидка. И опять 3 волны. Угу. Что, покажем? Или уже самостоятельно справитесь? Давайте я на одной, получается, на одном как бы половинке, да, шальки покажу. А дальше вы уже будете самостоятельно. Итак, провалились, вытянули. Сделали петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Зафиксировали. И 2 воздушные петельки. И сюда же 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Смотрим. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В первую арочку столбик без накида. Провязываем уже 3-й раз. Я думаю, вы уже запомнили, да? 1, 2, 3, 4. Опять в следующую арочку столбик без накида. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее опять вяжем в эту арочку. Получается шишечки наши. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же опять шишечка. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И смотрим. Здесь у нас получается по рисунку рельефные лицевые столбики. Первый пропускаем и начинаем со второго. Столбик перед крючком. 1, 2, 3, 4 и 5. Угу. Все. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И заканчиваем наше вязание вот это вот, да, шишечкой. 1, 2,
3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и опять 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. И так далее повторяете до конца ряда. Видите? Опять у вас здесь будет 3 волны, шишечки, пирамидка, шишечки, 3 волны, шишечки. Ага. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно, потому что уже какой раз повторяем, да? Все, здесь я вас встречаю. Угу. Давайте. Итак, девчат, надеюсь, у вас все получилось. Так, все 3 волны получились у вас. Смотрите теперь внимательно. После 3 волн, да, смотрим опять же на основание нашего узора. После 3 волн мы начинаем вязать столбики с накидом. Помните, да? Но здесь давайте уточним, что когда начинаются столбики с накидом, помните, так? И когда у нас заканчиваются вот эти вот веерочки, между столбиками и веерочками будем делать всего лишь 2 воздушные петельки. Помните? Вот, получается, у нас здесь будут заканчиваться, так? И мы здесь, получается, с вами должны будем всего лишь навсего, я вам сейчас покажу, сделаем столбики и 2 воздушные петельки. Понятно? Столбики и 2 воздушные петельки и последние веерочки. Понятно? Здесь заканчиваем рогатками. Вот она, рогаточка. Вот наши 2 пирамидки заканчиваем рогаточкой. Так? И опять же, здесь, получается, у нас будет 2 пары наших шишечек. И здесь, получается, будут столбики. Угу. Все. Показываю. Вы повторяете. Так, опять поворот. Смотрим. Те же самые шишечки. Вы уже знаете, как их вязать. На них не останавливаемся, да? 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки. И сюда же еще одна шишечка. И продолжаем дальше. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4 после наших шишечек. И здесь сделаем, помните, да? 13 столбиков с накидом. Итак, 3 столбика. 1 в первую арочку. 2, 3. Дальше столбик в столбик. В следующую арочку провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше опять столбик в столбик. Угу. И в последнюю арочку провязываем всего лишь 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И мы с вами договорились, да, чтобы у нас не было такого большого разрыва, то после столбиков, да, мы делаем всего лишь 2 воздушные петельки. То есть здесь вы сделали 2 воздушные петельки и шишечки. Угу. Потом вы точно так же повторите, сделайте рогаточку. Так. Потом опять шишечку сделайте. И здесь у вас будет опять 2 воздушные петельки. 13 столбиков, 2 воздушные петельки, шишечка. Рогатка, шишечка, 2 воздушные петельки, 13 столбиков с накидом. А здесь уже заканчивайте 4 воздушные петельки и непосредственно наши шишечки. Ну, в общем, вы понимаете, да? То есть все повторяется. Если что, перематывайте чуть назад. То есть все уже, в принципе, вам разложено, да? Давайте довяжем до конца ряда, и я вам покажу еще раз. Угу. Давайте. Так, сейчас, смотрите, провязала, решила вам показать. Еще раз уточнить. Смотрите, вот мы провязали 13 столбиков, и здесь мы делаем не 4 воздушные петельки, а 2. Понятно? Шишечки, рогатка, шишечки. Опять 2 воздушные петельки, 13 столбиков, 2 воздушные петельки. Шишечка, рогатка, шишечка, 2 воздушные петельки, 13 столбиков, но здесь уже 4 воздушные петельки. Принцип понятен, да? Угу. Так, девчат, смотрите, я тут без вас провязала еще один рядочек. Так, получается, идет расширение за счет 3, помните, да, шишечек.
Дальше. Просто хотела вам напомнить и уточнить. Потом мы провязываем, получается, 11 вернее, столбиков. В моем случае это будут рельефные лицевые столбики. А тут, смотрите, дальше мы не провязываем вот нашу дорожку из шишечек. 4 воздушные петельки. И сразу же мы провязываем в рогатке 3 шишечки. Помните, да? Опять 4 воздушные петельки. Вот эти мы, получается, дорожку из шишечек не трогаем. Поняли, да? Вот они сразу же, они как бы прекращаются. Шли, 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 оп, закончились. Понятно? Вот, точно так же здесь. Шли, 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 оп, закончились. Шли, 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 закончились. Все. Теперь мы подготавливаем с вами, получается, почву вот для следующих пирамидок. Вот здесь начнется пирамидка. Вот здесь начнется, получается, пирамидка. Вот здесь пирамидка. Вот здесь пирамидка, да? То есть просто-напросто опускаетесь либо вниз в самое начало, либо вот здесь смотрите, как мы провязывали. Все, ничего сложного. Девчата, я напишу в описании, да, сделаю вам, повторюсь, как можно рассчитать, сколько необходимо пряжи, приблизительно посчитать на ту или иную, так скажем, площадь вашего треугольной шали вашей. А также посмотрите предыдущее видео вот именно с данной вот такой вот шалькой, вот, которую мы вязали, да, с соломоновыми петельками. Я там тоже показываю, рассказываю, как можно посчитать, сколько необходимо будет взять пряжи. Но очень много нюансов. Какой крючок, какой ваш образец, какая пряжа. А также будете ли вы здесь делать обвязочку, либо у вас будут висюлечки. Но приблизительно, как бы в среднем, вы хотя бы будете отталкиваться от какой-то определенной цифры, да? Итак, я надеюсь, вам очередное видео понравилось. Я надеюсь, вы попробуете свяжете точно такую же шальку. Так? И, естественно, показывайте. Да? Сбрасывайте свои фотографии. Буду показывать авторов и их произведения. Итак, надеюсь, видео понравилось. Не забывайте поставить лайк. А также, кто еще не подписался, подписывайтесь. Будет много интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. До новых видео. Всем пока-пока.